Божественное исцеление. Джон Александр Доуи. Несмотря на враждебно настроенную прессу, выступая против ожесточенного духовенства и агрессивно настроенных представителей городских властей, Доуи боролся за право молиться за больных. Несмотря на ожесточенные гонения, многочисленные незаконные аресты, которых было по сотне в год, он оказался разумнее своих врагов и добился успеха, обратив внимание людей на истину о том, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовек. Он отстоял право каждого служителя христианской церкви послушно исполнять слова великого поручения Христа, возлагать руки на больных и молиться за их исцеление. Когда доктор Доуи впервые вступил на американскую землю, ему исполнился 41 год. В Соединенных Штатах он был никому неизвестным проповедником Евангелия. Однако новость о прибытии человека, который проповедует о божественном исцелении и добивается успехов, вскоре распространилась. Доктор Доуи стал получать приглашение за приглашением, чтобы проповедовать по всему западному побережью США. Немного позже он начал организовывать миссии исцеления. В итоге он приехал в Чикаго. В 1893 году, когда в Чикаго открылась всемирная ярмарка, Джон Александр Доуи решил навсегда обосноваться в этом городе. Он построил маленькое, ничем не примечательное деревянное здание церкви неподалеку от входа на территорию ярмарки. Эта постройка, которую его враги назвали «жалкой маленькой деревянной хижиной», стала местом первых важных побед Доуи в войне с социальными пороками и беззаконием, царившими в крупном промышленном городе. На то время население Чикаго составляло около 2 миллионов человек. Первые служения, проходившие в этом церковном здании, не были многообещающими. Устремляясь на всемирную ярмарку, множество людей проходило мимо жалкой маленькой деревянной хижины и бросало на нее лишь мимолетный взгляд. Они восторгались грандиозной ярмаркой, где были представлены аттракционы. Немногие заходили в церковь, но те, кто заходил, возвращались и приводили новых людей. Наступила суровая зима с бурями и штормами, приходящими с озера Мичиган. Сила и мужество Доуи были сурово испытаны в те мрачные дни, но с наступлением весны 1894 года произошел прорыв. Теперь в церкви происходили сверхъестественные чудеса исцеления, и эти события привлекли внимание людей. Прошло немного времени, и собрание стало посещать так много людей, что им уже не хватало даже стоячих мест в церкви. С успехами пришли и гонения. Казалось, мир хотел взять реванш. Только за 1895 год было выдано более сотни ордеров на арест доктора Доуи. Это было одно из самых жестоких гонений в истории США. Оппозиция была полна решимости прогнать прочь из города доктора Доуи вместе со служением божественного исцеления. Но враги не учли стойкости и решимости их презренного оппонента. У Доуи был неиссякаемый источник энергии. Он обладал непреклонной волей и смелостью, не принимающей поражения. Доуи в одиночку отстаивал свои дела в судах, где на слушаниях были только его враги. Результаты таких слушаний были заранее известны. Потерпев поражение, он обращался в высшие инстанции, и справедливость восстанавливалась. Его враги, расстроенные и разгневанные, продолжали бороться до тех пор, пока в полном изнемождении проигрывали сражения и отступали в смятении назад, признав свое полное поражение. Интересно отметить, что те, кто принимал участие в гонениях на Доуи, либо умирали вскоре после этого, либо по тем или иным причинам были вынуждены сойти со сцены общественной жизни. Одним из таких людей был редактор газеты «Chicago Dispatch», возглавлявший гонения на Доуи со стороны прессы. Менее чем через 2 года он оказался за тюремной решеткой после того, как были раскрыты его нечестивая жизнь и преступления. Результат гонений для противников Доуи был неожиданным. Вместо того, чтобы выжить Доуи из города, гонения, организованные против него, создали ему огромную популярность в народе. Он арендовал самый большой зал в Чикаго и стал проводить там служения. Каждое воскресенье люди собирались послушать человека,
чья деятельность оказывала влияние на жизни бесчисленных тысяч его слушателей. Жители Чикаго никогда еще не видели служителя, проповедовавшего в таком стиле. В этой огромной аудитории тысячи людей принимали Христа как своего Спасителя. Слушая проповеди доктора Доуи, в которых он обличал социальные пороки, многие отрекались от своих грехов и возмещали ущерб, нанесенный ими другим людям. Джон Александр Доуи теперь получил возможность полностью реализовать все свои необычные таланты. Его голос звучал, осуждая грех как среди богатых, так и среди бедных. Пороки курения, алкоголизма и наркомании беспощадно осуждались к великому ужасу тех, кто был заинтересован в продаже и распространении алкоголя и табака. Он изобличал ложь и лицемерие отступников от веры и духовно деградирующей церкви, бескомпромиссно осуждал любые беззакония, будь то в правительстве или в церкви. Было предпринято несколько попыток покушения на жизнь Доуи, но все они провалились. Он не давал покоя силам тьмы и беспощадно продолжал сокрушать социальные пороки везде, где только сталкивался с ними. Затем, в 1896 году, доктор Доуи основал Христианскую Вселенскую Церковь, которая на момент регистрации насчитывала 500 человек. Через некоторое время это число возросло до нескольких тысяч человек. Доуи разработал план строительства великого города, населенного одними христианами, в котором употребление табака, спиртных напитков и другие пороки были бы навсегда запрещены. Втайне ото всех он начал вести переговоры о покупке 6000 акров земли на берегу озера Мичиган, что в 40 милях от Чикаго. Когда был внесен первый взнос, землю поделили и стали сдавать в аренду. Тысячи людей устремились туда, чтобы занять свои участки, которые по условию арендного контракта предоставлялись им на 1100 лет. За несколько лет почти 10 тысяч человек перебрались в этот новый город, получивший название Сион. Здесь открывались фабрики и промышленные предприятия. Тем временем интерес людей к христианской Вселенской Церкви возрастал. Ее филиалы начали появляться в других городах страны. Миссионеры и работники посылались также для основания церквей и миссий во многих странах мира. В эти годы Доуи планировал одно предприятие за другим, работая с неиссякаемой энергией, как человек, стремящийся опередить время. С целью донести Евангелие в каждый дом он организовал группу, которую назвал «70». Позже эта группа была распущена, и вместо нее Доуи организовал другую – «Воинство восстановления». Он объявил трехмесячную святую войну силам сатаны в Чикаго. Доктор Доуи был плодовитым писателем. За время своего служения он выпустил 16 томов еженедельных публикаций «Листья исцеления». Издание было размером 1/4 газетного листа и имело от 800 до 1000 страниц. Также он писал стихи. Доуи арендовал несколько поездов, которые перевезли его последователей в Нью-Йорк. В течение дня эти люди ходили от дома к дому, разнося трактаты и другую информацию о его работе. А вечером, на больших собраниях в парке на площади Мэдисон, Доуи проповедовал, обращаясь к огромному количеству людей. Нужно было приложить неимоверные усилия для проведения такого мероприятия. Все евангелизационные проекты, до сих пор предпринимаемые церковью, не шли ни в какое сравнение. Теперь конгрессмены и губернаторы принимали Доуи у себя. Однажды даже президент Теодор Рузвельт оставил заседание Кабинета министров, чтобы встретиться с ним. Доуи продолжал мечтать. Он не успокаивался и стремился покорить еще больше стран, чтобы нанести дьяволу большой удар. В эти годы у Доуи было самое замечательное переживание, которое сильно повлияло на его будущее. Когда он служил пастором в Ньютауне, пригороде Сиднея, на то место, где он жил, обрушилась ужасная эпидемия чумы, грозящая унести в могилу все местное население. Во время этой трагедии Бог явил ему славное служение исцеления. Доуи получил возможность молиться молитвой веры, в результате чего эпидемия была остановлена. Больше ни один человек из его церкви не умер от этой болезни. Доуи был первым, кто требовал запретить распространение алкогольных напитков.
По настоянию друзей он выдвинул свою кандидатуру на выборах, полагая, что его участие в работе австралийского парламента может оказаться Божьим путем. Однако его планы были обречены на провал. Доуи погряз в долгах. Друзья, находившиеся рядом с ним в лучшие дни его служения, оставили его, а родственники считали, что он выжил из ума. Только через несколько лет горьких испытаний и скорбей он начал понимать великий Божий план для своей жизни. Постепенно, по мере того, как его душа искала у Бога ответы, он начал видеть свет. Когда он начал служение больным и страждущим, неудачи в его жизни прекратились. Сначала медленно, а потом все быстрее успех вернулся в его жизнь. Затем, в результате молниеносного восхождения к славе, будучи лидером среди проповедников божественного исцеления, он оказался в центре внимания людей во всем мире.